Станет ли долгожданная встреча окончательным прощанием? В момент зафиксированной тишины и невысказанного взгляда Чонгук, золотой Макне BTS наконец воссоединился с Тэхьоном, или более известным как Ви, после долгого времени отчуждения, слухов и загадок, растянувшихся между ними. Но мир шокировала не только их встреча, но и неожиданное решение Чонгука уйти вскоре после этого момента. Почему так называемое самое эмоциональное воссоединение в истории BTS закончилось тишиной и удаляющимися шагами? Что на самом деле происходит за этими тонкими улыбками и многозначительными объятиями? И почему армии по всему миру испытывают необъяснимую грусть, став свидетелями этого, казалось бы, счастливого момента? Среди напряженных графиков участников BTS, которые теперь живут своей жизнью после периода обязательной службы и интенсивных сольных проектов, новость о воссоединении Чонгука и Тэхьона обрушилась на корейский шоу-бизнес как ураган. Никто не знает точно, где и когда они встретились. Некоторые сообщения говорят, что это произошло в скрытой студии в районе Ханнам-Дон, в то время как другие предполагают, что встреча состоялась за кулисами международного музыкального мероприятия. Но одно можно сказать наверняка – момент был реальным. Размытая фотография, показывающая двух стоящих друг напротив друга со слезящимися глазами, стала свидетельством, потрясшим сердцам миллионов фанатов по всему миру. Наблюдатели кей-поп-индустрии назвали этот момент эмоциональным примирением, встречей, которая по своему значению больше, чем просто воссоединение участников группы. Чонгук с измученным, но искренним лицом смотрит вниз, в то время как Тэхьон слегка улыбается, словно хочет сказать что-то, что не может быть выражено словами. Между ними была долгая тишина, которую не смогла полностью запечатлеть даже камера. Момент, который кажется простым, но полон смысла и, возможно, полон старых ран, которые еще не полностью зажили. Главный вопрос возник в сознании публики. Является ли это признаком того, что BTS скоро воссоединятся? Или это завершение последней главы дружбы, проверенной временем, расстоянием и мировым давлением? Армии, которые снова ждали их совместного момента, лишились дара речи, увидев, как Чонгук покинул место медленными, но уверенными шагами, не оглядываясь. Как будто было что-то, что он хотел оставить позади, или, возможно, что-то, с чем он больше не мог сталкиваться. Многие вспомнили их прошлое. Две молодые фигуры, когда-то известные как самые близкие друзья в BTS. Их часто видели шутящими, разделяющими сцену и поддерживающими друг друга в трудные времена. Чонгук и Тэхьон когда-то были символами настоящей дружбы в мире, который требует совершенства и исполнения. Но со временем их близость, казалось, угасла. Фанаты начали осознавать невидимое расстояние между ними, от взаимодействия на концертах до все более редких постов в социальных сетях, показывающих их совместность. Создала ли эту пропасть предстоящая сольная карьера, внутренние слухи или просто естественные изменения во взрослеющих человеческих отношениях? Момент встречи казался как ответом, так и новой загадкой. Некоторые свидетели говорили, что Чонгук смотрел на Тэхьона слезящимися глазами, в то время как Тэхьон медленно похлопывал его по плечу, словно успокаивая того, кто изо всех сил пытается сдержать эмоции. Ни слов, только тишина. Но из этой тишины возникает тысяча смыслов. Фанаты интерпретировали это по-своему. Некоторые видели в этом знак примирения, другие, наоборот, почувствовали в этом тонкое прощание, невысказанное «до свидания». После того, как этот момент распространился, виртуальный мир мгновенно взорвался. Посыпались комментарии. «Это начало чего-то нового или конец всего?» – написал один из пользователей. «Чонгук сдержнул слезы, он не был готов к этому разрыву», – написал другой. Но за шумом стоит более спокойный, но гораздо более трогательный нарратив. Некоторые давние фанаты, следившие за путем BTS с момента их дебюта в 2013 году, понимают, насколько сложными могут быть отношения, когда их карьера вырастает до мировых высот. Дружба, которая была простой, превращается в нечто сложное, потому что теперь каждый шаг, каждый жест, каждый взгляд – все анализируется, интерпретируется и оценивается публикой. Чонгук и Тэхьон могли просто хотеть быть двумя воссоединившимися старыми друзьями, но мир требует большего. Мир хочет, чтобы они оставались такими, какими были, неизменными, вечно близкими, вечно вместе. После встречи Чонгук как Капуга приехал один. Некоторые фанаты сообщили, что видели его той ночью в аэропорту Инчион в черном худи и маске, быстро и дуршево, ни с кем не разговаривая. Он направился к международным воротам, не сказав ни слова, даже персоналу, который узнал его. Куда? Никто не знает наверняка. Появляются и предположения. Некоторые говорят, что он отправился в Японию для тайного музыкального проекта. Другие подозревают, что он просто хотел успокоиться. Но большинство армий верят, что отъезд был не просто физическим путешествием.
Это был символ чего-то более глубокого, неразрешенного эмоционального разрыва. Тем временем Тэхён был замечен на модном мероприятии в Сеуле на следующий день. С его фирменным спокойным лицом и улыбкой он ответил на несколько вопросов СМИ, но ни одного о Чонгуке. Когда репортер осторожно упомянул об их встрече, Тэхён просто сказал: «Иногда мы встречаемся, чтобы вспомнить, иногда мы встречаемся, чтобы прощаться». Эта фраза мгновенно стала вирусной, была переведена на разные языки и обсуждалась миллионами людей. Означает ли это, что это прощание? В более широком контексте встречи Чонгука и Тэхёна иллюстрируют человеческую сторону мировых звезд. За огнями, славой и большой сценой скрываются чувства, раны и ностальгия, которые невозможно спрятать. Их отношения являются не только частью повествования BTS как группы, но и зеркалом того, как люди растут, меняются и иногда вынуждены расставаться с частью самих себя. BTS всегда были известны не только как музыкальная группа, но и как символ братства, искренности и солидарности. Они пишут песни, которые говорят о боли, потерях и пути самопознания, но теперь реальность, с которой сталкиваются их участники, отражает послания, которые они пели, что взросление означает также столкновение с разлукой. Чонгук, который теперь известен как мировой артист со своими международными проектами, и Тэхён, который занят актерской деятельностью и модой, возможно, идут разными путями, но эта короткая встреча показывает, что глубоко внутри они все еще понимают друг друга без необходимости в словах. Некоторые аналитики корейской культуры называют этот момент эмоциональным размышлением о дружбе в пост-айдол-эпоху. По словам профессора Ким Хи Джин из университета Йонсе, которая исследует динамику отношений в корейской индустрии развлечений, такие моменты демонстрируют огромное давление, которое испытывают айдолы, когда их личные отношения становятся общественным достоянием. То, что мы видим между Чонгуком и Тэхёном, это не просто двое друзей, которые встречаются, сказала Ким, а два человека, которые изо всех сил пытаются сохранить что-то настоящее в искусственном мире. Армии в разных странах проводили совместные онлайн-молитвы, зажигали виртуальные свечи и писали цифровые письма им обоим. Некоторые выразили поддержку, чтобы они могли обрести покой, независимо от того, какой является форма их отношений сейчас. Другие надеются, что BTS воссоединятся, как только все участники завершат свои сольные проекты. Но для некоторых, более чувствительных фанатов, этого момента было достаточно, потому что тишина между Чонгуком и Тэхёном на самом деле была честнее, чем тысячи слов медийных измышлений. Время покажет, станет ли встреча новым началом или невысказанным концом. Но одно можно сказать наверняка. Этот момент нанес тонкую рану в сердца фанатов, которые следили за их путем. В мире полном прожекторов иногда прощание объявляется не словом «пока», а шагами, которые удаляются в тишине. Чонгук, может быть, ушел той ночью, но история его встречи с Тэхёном навсегда останется в памяти. Не из-за драмы, а из-за его честности, которая редко появляется в мире современного развлечения. Место, где все организовано, курируется и доводится до совершенства. В этой короткой встрече двое старых друзей показали самую человечную сторону себя, хрупкую, теплую и полную воспоминаний, которые время не может стереть. Встретятся ли они снова? Никто не знает, но в одно верят армии по всему миру. Момент, когда Чонгук и Тэхён стояли лицом к лицу в тишине, это не конец, а новая глава в истории, которую еще предстоит написать. Невысказанное прощание. Неужели два сердца, которые когда-то сражались на одной сцене, теперь разлучены навсегда? Мир кей-поп до сих пор не перестает трястись, с тех пор, как произошел этот момент. Момент, который заставил всю армию в мире затаить дыхание. Чонгук и Тэхён, две фигуры, которых фанаты когда-то называли родственными душами, наконец снова встретились лицом к лицу после долгого времени без публичного взаимодействия. Однако именно после воссоединения, которое должно было стать праздником, мир онемел от маленького шага Чонгука, медленно удаляющегося. Один шаг, два шага, и мир на мгновение останавливается.
Это шаг к новому будущему или последний шаг, который знаменует конец старой связи, которая когда-то казалась неразрушимой? Никто не знает наверняка, кто инициировал встречу. Некоторые источники говорят, что Тэхён первым связался с Чонгуком, услышав, что тот ненадолго возвращается в Корею, прежде чем возобновить свой международный промо-тур. Но другая версия гласит, что это был Чонгук, который внезапно пришел без предупреждения, как человек, движимый невыносимым чувством тоски. «Я должен его увидеть», так сообщается Чонгук сотруднику. Простая фраза, которая теперь отзывается в сердцах фанатов, долго ждавших этого момента. Их встреча состоялась в простой комнате, без прожекторов, без съемочной группы, без менеджера, который шепчет на ухо. Только две фигуры, которые когда-то разделяли одну и ту же мечту. Тэхён со своей нежной улыбкой посмотрел на Чонгука, стоявшего в дверном проеме. Время, казалось, остановилось. Ни «привет», ни «как дела?» Слышны были только дыхание, сердцебиение и шум дождя за окном. В течение нескольких секунд нахлынули воспоминания прошлых лет, их первый концерт перед тысячами зрителей, долгие ночи в общежитиях, когда они делились историями о мечтах, шутками, легкостью, даже слезами, которыми они когда-то делились тайно. Они все были словно тени, вновь появившиеся среди их тишины. Но на этот раз все чувствовалось иначе. Было невидимое расстояние, как тонкая стена, разделяющая два мира, которые когда-то были так близки. «Давно не виделись», — наконец сказал Тэхён. Его голос был тихим, почти заглушенным дождем. Чонгук кивнул. Он попытался улыбнуться, но его глаза не могли лгать. Было что сказать, но слова казались слишком тяжелыми. Они сидели друг напротив друга, всего в метре друг от друга, но чувствовали себя так далеко, как океан. Тэхён попытался разрядить обстановку. Он говорил о своей музыке, о съемках в последней дораме, о том, как мир вне BTS кажется тихим, но успокаивающим. Чонгук внимательно слушал, но его взгляд часто падал на пол, как будто каждое услышанное им предложение открывало старую рану, которая еще не была полностью закрыта. Затем он начал рассказывать о стрессе от тура, об одиночестве в чужом отеле, о тоске, которую не мог объяснить. «Иногда мне кажется, что меня все знают, но никто на самом деле не знает», — тихо сказал он. Тэхён не ответил. Он просто протянул руку и медленно похлопал Чонгука по плечу, как и раньше. Но после этого что-то изменилось. Взгляд Чонгука смягчился, но и ожесточился, как у человека, наконец осознавшего, что прошлое не может повториться. Он встал, подошел к окну, глядя на дождь, который все лил. «Знаешь», — тихо сказал он, — «я всегда думал, что если мы встретимся снова, все будет как раньше. Но это не так». Тэхён долго смотрел на его спину, пытаясь понять смысл этих слов. Он знал, что Чонгук никого не винит. Это просто честность. Мир изменился. Они изменились. Тишина снова заполнила комнату. Только на этот раз тишина казалась последним одеялом, которое окутывало два сердца, которые когда-то бились в одном ритме. Чонгук посмотрел на Тэхёна в последний раз. Ни долгих объятий, ни чрезмерных слез, только взгляд, который говорил больше 1000 слов. А затем он ушел. Его шаги звучали медленно, но твердо. Каждый шаг отдавался маленьким стуком в голове Тэхёна. Стуком, который ознаменовал конец чего-то необъяснимого. Когда дверь медленно закрылась, Тэхён остался сидеть на стуле, глядя на пустое место, где стоял Чонгук. Он глубоко вздохнул, затем слегка улыбнулся, словно пытаясь принять тот факт, что некоторые встречи созданы только для того, чтобы попрощаться. Через несколько часов интернет взорвался. Анонимный сотрудник слил информацию о том, что Чонгук был замечен покидающим место встречи в одиночестве, без сопровождения. «Он не виделся злым», — сказал источник, «но он выглядел закончившим». Слово «закончено» быстро распространилось в социальных сетях, вызвав неудержимую спекуляцию. Означает ли это, что Чонгук и Тэхён действительно положили конец своей дружбе? Но вскоре после этого официальный аккаунт Тэхёна опубликовал фотографию, ни селфи, ни рекламу, просто снимок дождливого пейзажа с краткой подписью:
Некоторые вещи не нуждаются в объяснениях. Пост был лайкнут Чонгуком, прежде чем был удален через несколько часов. Мир снова задался вопросом: что это значит? Профессор Пак Гиван, эксперт по поп-культуре из университета Саган, назвал это явление цифровой коллективной эмоцией. Когда две мировые иконы, как Чонгук и Тэхён, показывают свою человеческую сторону, мир это чувствует. Мы наблюдаем не за двумя знаменитостями, мы наблюдаем за двумя людьми, которые расходятся на глазах у миллионов. Армии разделились на две части. Некоторые отказывались верить, что момент закончился расставанием. Они считают, что молчание Чонгука – это всего лишь часть процесса, что они снова сойдутся в подходящий момент. Но другие считают, что это признак того, что они спокойно выбирают свои пути не из-за конфликта, а из-за зрелости. Один фанат написал на платформе сообщества Weverse: «Возможно, им не нужно быть вместе все время, чтобы все еще любить друг друга. Иногда самая искренняя любовь – это когда ты позволяешь кому-то идти одному». Сообщение набрало более 100 тысяч лайков за ночь, став символом коллективных чувств армии по всему миру. На следующую ночь Чонгук выступил на международном музыкальном мероприятии в Токио. Он исполнил свою новую балладу «Fade Away». Слова затронули сердце каждого, кто их услышал. «Мы стоим под одним дождем. Небо и земля больше не едины. Если я уйду сегодня, не удерживай меня. Позволь мне медленно исчезнуть там, где заканчиваются твои воспоминания». После того, как песня закончилась, публика встала, чтобы устроить долгую овацию, но Чонгук лишь слегка улыбнулся, поклонился и покинул сцену без единого слова. Вскоре после этого фанаты начали связывать текст песни с его встречей с Тэхёном. Была ли песня написана для Ви? Стала глобальной трендовой темой в течение 2 дней подряд. Тем временем Тэхён дал интервью модному журналу в Сеуле. На вопрос, встречался ли он с другими участниками BTS, он спокойно ответил: «Некоторые встречи не для показухи, а для памяти». Эта фраза, как и раньше, снова оставила мир в догадках. Некоторые аналитики считают этот момент важным поворотным пунктом для BTS. Не с точки зрения карьеры, а в личных отношениях между их участниками. Они больше не подростки, живущие вместе в враждебном общежитии и мечтающие о славе. Теперь они взрослые мужчины, несущие свои собственные обязанности, мечты и раны. И, возможно, эта короткая встреча была их способом сказать «спасибо», не произнося этого вслух. Тем не менее, армии не теряли надежды. Они верят во что-то большее, чем слухи и спекуляции, в связь, которая формировалась годами. BTS — это не только музыка или сцена, это братство, выросшее из общей борьбы. И хотя сегодня они идут разными путями, любовь и воспоминания, которыми они делятся, всегда будут общей нитью, связывающей их. Сейчас, спустя несколько недель после того момента, Чонгук все еще не дал никаких заявлений, но близкий источник сообщил, что он готовится к крупному заграничному проекту, который отражает его личностно и эмоционально. В то время как Тэхён был занят своим графиком съемок и фотосессий, он, как сообщается, снова начал писать песни. Будут ли они когда-нибудь снова работать вместе, никто не знает, но история показала, что настоящие отношения никогда не заканчиваются, а лишь меняют форму. Когда в Сеуле опустилась ночь, фанаты все еще пересматривали короткое видео, запечатлевшее встречу. Каждая секунда анализируется, каждое движение ищет свое значение. Но за всеми теориями и спекуляциями, возможно, смысл прост. 2 человека, которые когда-то шли вместе, теперь учатся ходить в одиночку. Но их сердца все еще помнят направление друг друга, и, возможно, когда-нибудь, в неожиданное время и в неожиданном месте, они встретятся снова. Не потому, что мир просит об этом, а потому что этого хотят их сердца. Потому что некоторые встречи действительно созданы не для совместности, а для того, чтобы вспомнить, каково это быть любимым, а затем отпустить. Так закончилась история, которая началась со взгляда 2 старых друзей, тишиной, более громкой, чем любая песня, которую они когда-либо пели вместе. Чонгук ушел, покинул комнату,
оставил вопросы, оставил ощущение, что это никогда не по-настоящему не закончится, в то время как Тэхён оставался на месте, глядя на дождь за окном, словно глядя на воспоминания, которые теперь медленно растворяются вместе с его печалью. Никакого официального объявления, никакого разъяснения, никакой драмы. Говорила только тишина. Тишина, которая содержит больше смысла, чем могут передать слова. Для мира, возможно, это всего лишь момент между двумя знаменитостями, но для тех, кто следил за путем BTS с самого начала, этот момент нечто большее, чем просто встреча. Это небольшой кусочек истории, который затрагивает самую глубокую сторону человечности. О дружбе, которая когда-то была настолько сильной, что смогла пронзить мир. И о том, как время и судьба могут изменить направление, не стирая смысла. Чунгук и Тэхён показали, что даже самым ярким звездам может потребоваться время, чтобы снова найти свет друг друга. Армия теперь живет между двумя надеждами. Надеждой на прекрасное воссоединение и принятием того, что некоторые истории действительно должны закончиться без прощального слова. Но по какой-то причине никто на самом деле не чувствовал себя потерянным, потому что до тех пор, пока их музыка продолжает звучать, пока эти воспоминания живы в сердцах миллионов людей, отношения никогда по-настоящему не заканчиваются. Возможно, в один из непришедших дней эти два удаляющихся шага снова встретятся в одной и той же точке. Не из-за ностальгии, а из-за любви, которая никогда не гаснет. И когда настанет это время, мир снова замолчит. Не из-за ухода, а из-за красоты встречи, рожденной искренней тоской.